Привет, 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 песеры, с вами Морж и снова геймплей на моем канале. Недавно совсем мы посмотрели финал Лиги Чемпионов, сейчас же Суперкубок. Победитель Лиги Чемпионов против победителя, собственно, Лиги Европы. Я уже хотел сказать Кубка УЕФА. Ну, когда-то он и так назывался. Итак, Виталий Логинов у нас будет играть за Арсенал, Даня Казаков, победитель Лиги Чемпионов, будет играть за Челси, и я уверен, матч будет интересный. Пока что вы могли увидеть составы на своем экране, расстановки. Ну и каких футболистов используют ребята, которые доходят до финала. Само собой, этот матч из группы турнира номер 1, самое большое ВК-сообщество русскоговорящих игроков. Ссылка на нее в описании, ссылка на него в закрепленном комментарии. Подписывайся, разговаривай с админой и участвуй в турнирах. Но пока что Челси у нас начинает с центра поля, и киков немножечко не вышел. Варан мяч перехватил, потихоньку Арсенал будет развивать свою атаку. Мбаппе отдает на правый фланг на Александра Арнольда, тот передает на Виеру. Пас на Мбаппе, Мбаппе получается развернуться, и Куртуа на месте. Хороший удар от Мбаппе в ближайший угол. В ближний, конечно же, угол, вот, и это привело к угловому. Давайте смотреть, как будет Арсенал разыгрывать свой угловой, что Виталий нам предложит. Альфонсо Дэвис подает, Мальдини здесь справляется, первый на мяче, но Де Йонг оставляет мяч у Арсенала. Арнольд снова идет подача на Кройфа на дальнюю штангу, и защитник выносит, будет еще один угловой у нас. Пока что ребята начали прям с атак. Арнольд, идет подача, Виера пробивает, мяч не залетает в ворота, все-таки Куртуа мяч фиксирует, а здесь мог бы быть очень даже опасный момент. Ну, пока нули, 8-я минута у нас уже на табло, и, в принципе, Арсенал создал уже достаточно много, да, в общем-то, много для 8 минут опасных моментов. Матеус разворачивается, есть у него время, отдает передачу на Решфорда, но Решфорд здесь немножечко мяч не догоняет, и Донарума мяч забирает. Идет вынос с центра поля, здесь Мбаппе справляется с приемом мяча, Виера. Мбаппе в центре, это, конечно, плохо, нужно, чтобы Мбаппе забегал. Виера разворачивается, дает на правый фланг на Александра Арнольда, и тут у него подача абсолютно не выходит. К сожалению, мяч утерян, но будет угловой. Наверное, опять на Дэвиса, да, сейчас будет смена подающего угловые. Да, я угадал, снова Дэвис у нас подает угловой, Мальдини на ближней штанге снова справляется, но опять Де Йонг пытался оставить мяч для Арсенала, мяч он теряет. Решфорд отдает на Кройфа, но Кройф не справляется с Райсом. Арнольд на правом фланге отдает на Виеру. Снова много, смотрите, Виталий ведет атак именно через правый фланг. Вот, ну и пока что Даня смотрится чуть-чуть не так ярко, как его противник. Передача на Румениге. Румениге сможет убежать, пробивает, и вот вам и гол. 20-я минута, вот так вот. Виталий атаковал. Одна контратака. Румениги, по сути, брали в коробочку, но он прорвался. Румениги действительно мега топ-форвард. И единичку он зажигает на табло возле Челси. Так, Румениги снова у нас на поле. Джерард отдает на Решфорда. Решфорд смог развернуться, но, к сожалению, передачу хорошую выдать не смог. Виера, арсенальский Виера в центре поля пытался отдать передачу, не получилось. Тем не менее, мяч для Арсенала он сохранил. Давайте смотреть, куда будет развиваться атака. Пас пяткой, Арнольд, Виера, посмотрите, Виера у нас везде. Виера везде успевает. Кройф пытался пробить в падении, там бы и удар хреновый вышел, но и Кройф, в общем-то, не достал. Решфорд придерживает мяч корпусом, и если получится пас, нет, пас, к сожалению, не получился, Кройф там хорошо открывался, мог бы быть опасный момент, но вот опять Румениги, посмотрите, его потеряли, он выскакивает 1 на 1, еще и передачу умудряется выдать, даже не пробивает поворотом, вот так вот, 2 контратаки от Челси пропускает Виталий, и, к сожалению, к 30-й минуте у нас уже 2-0, ну хотя, почему, к сожалению, нам, естественно, интересно смотреть, когда много голов в матче. Да, и я уверен, Виталий соберется, тоже сможет отыграть хотя бы 1 мяч, а может и 2, а может и выиграть. Вот, например, какой момент, и 1 мяч Виталий как раз и отыгрывает. Сработал здесь киков, Мбаппе открылся, пробил в ближний угол, Куртуа ничего не сделал. Ну, вот так вот, перестрелка у нас идет, и это смотреть здорово, это смотреть интересно. Мальдини тут потеряет, да, скорее всего, потерял мяч в борьбе с Александром Арнольдом, Виера будет отдавать в центр на Мбаппе, Торрес коротенько играет, Виталий у нас, Мбаппе будет разворачиваться, нет, снова передача, и опять передача, да посмотрите вы, просто раскатал как не в себя, 2-2, и мне действительно понравилась разыгровка, я бы уже, наверное,
3 или 4 момента было точно, в которые я бы уже старался пробивать. Но Виталий хладнокровно прямо раскатал, и Торрес попал в пустые ворота. Да, кстати, многие говорят, что Торрес очень любит бить по штангам, но здесь он не сплоховал. Здесь он прям молодец, с метра закинул в огромные ворота. Решфорд теряет, к сожалению, мяч, Кэмпбелл отдает на Виеру, и снова Арсенал будет потихонечку развивать свою атаку. Очень быстро Виталий нагнал отставание. Снова у нас, по сути, на 41-й минуте паритет. И, конечно, мы будем ждать второго тайма. Я уверен, во втором тайме тоже голов будет предостаточно. Кэмпбелл мяч отбирает, но ошибка в передаче. Джерард отдает на Румениги. Румениги не получилось развернуться. Снова Кэмпбелл подчищает косяки за своей командой. Идет небольшой наброс на Мбаппе, но здесь Кэмпбелл справляется. И, собственно, мяч улетает Куртуа. 1 минуту всего добавляет арбитр, хотя 4 гола у нас было. Ну, наверное, ко второму тайму будет больше добавлено, чем 3. Итак, 2-2 по ударам у Челси, 5-5 по ударам Арсенала. Арсенал смотрится, как по мне, немножечко ярче, но тем не менее, Челси великолепно смотрится в контратаке, и обе контратаки были использованы, что называется, на 100%. Поэтому во втором тайме тут от контратак как раз нужно, наверное, будет максимально защищаться Арсеналу. Но посмотрим, как Виталий будет с этим справляться. Дания, я уверен, тоже свои моменты использовать будет по полной программе. Да, напоминаю, что ссылки на турнирную группу в описании, в закрепленном комментарии. Попадешь в финал Лиги Чемпионов, ну или чего-то еще, там, чемпионата мира и так далее, основного турнира, то я, естественно, матч с тобой прокомментирую у себя на канале. Суперкубки тоже. Так что подписывайся, общайся с админами и, собственно, участвуй. Торрес отдает нам Мбаппе, как его потеряли, вообще просто. Посмотрите, где защитники. Ребята, к сожалению, не записали повторы, тем не менее, спасибо Дане вообще за то, что он сделал запись. Нам это смотреть все интересно. Вот так. Виталий выходит вперед, хотя 0-2 горел. Камбэк, по-моему, вполне камбэк. На начало второго тайма мы уже видим, как Арсенал начинает слегка доминировать. Но как потеряли Мбаппе, я, если честно, совсем не понял, почему его абсолютно никто не держал. Это что было? Это что нахрен было? Виера, ты что сделал? Нет, я понимаю, это ошибка. Он отдавал мяч вратарю, но автогол на 56-й минуте. По-моему, за все финалы, которые я комментировал, у меня ни одного автогола не было. Ну вот вообще. То есть не было такого до этого. Это первый раз игрок срезает мяч в свои ворота. Даже не срезает, он отдавал банальную передачу. И тут хватит столько голов забивать, я не успеваю какие-то свои мысли высказать. Решфорд на 59-й минуте сокращает отставание 3-4. 7 голов у нас уже забито, а еще треть матча у нас осталось. Чую, голов будет много, прям... Ребята вошли во вкус и решили забивать по полной программе. Кройф отдает передачу. Здесь я бы сейчас смеялся, если бы Кулибали опять срезал мяч в свои ворота. Но тут Кулибали все-таки справился и срезал мяч в угловой. Снова Дэвис, естественно, будет у мяча. Это уже у нас понятно. Виера будет у нас прикрывать. Да, Виера, оказывается, первый на мяче. Мбаппе там пытался выпрыгнуть. Де Йонг пробивает издали, но попадает, собственно, в игрока. Решфорд, прием мяча, пас на Румениги. И здесь нет Варан. Здесь будет первый. До Румениги мяч не дошел. 63-я минута, Де Йонг отдает на Кройфа, тот находит Райса, посмотрим, куда будет развиваться атака. Нет, здесь Салахамиджич явно будет первый на мяче. Вот я бы на самом деле сейчас побоялся бы вратарю отдавать такие пасы, потому что ну его нафиг с такими автоголами. Но все равно Арсенал у нас еще впереди. Румениги пошел в забег, Вараном, вы видите, сразу же прессингуется это забегание, а не активный прессинг. Решфорд выпрыгивает, не получается у него пробить поворотом, но мяч все еще остается у Челси. Кройф отдает на Джерарда. Джерард ждет поддержки Салахамиджича. Салахамиджич, конечно же, будет навешивать. Я делал на него обзор. Навесы у Салахамиджича просто бомбовские. Нет, мяч сохраняется у Челси. Все еще атака продолжается. Снова передача на Салахамиджича. Будет навес сходу. Ну, такие редко на самом деле проходят. Тут, наверное, это делать не стоило. Но мяч все еще у Челси. Находит Румениги абсолютно одного в штрафной площади противника. И 4-4. 8 голов, блин, забито за 74 минуты. Я не знаю, я вот смотрю за игрой ребят, честно скажу, ну я когда играю в онлайне, ну не бывает у меня таких счетов в онлайне. Ну там я выигрываю, там 2-1, 3-1. Здесь просто перестрелки идут, я не совсем понимаю, как ребята так много забивают. Когда я с Мишей там играю, с Русланом или с Сашей, ну там...
3-1 может быть, ну 3-0 может быть, но чтобы вот по 8 мячей прям залетало, ну такое вообще крайне редко. А смотрю на финалы, смотрю вообще на результаты турниров, у ребят такое максимально часто. То ли со мной что-то не так, то ли ребята какие-то секреты знают. Я, если честно, в раздумьях. 80-я минута, вообще на самом деле пора бы сделать замены. Здесь Вейра хорошо ложит Кройфа в подкате и забирает мяч, при этом не фалит, все чистенько. Контратака от Челси, пас на Румениги, Варан здесь будет явно первый на мяче, вы видите, Румениги уставший, Кройф уставший, защита-то более-менее еще в теме, Джерард вот еще более-менее в теме, но, конечно, нужно атаку менять. При этом 4-4 у нас 85-я минута уже, и, в принципе, здесь все это дело попахивает дополнительным временем. Де Йонг отдает на Фернандо Торреса, Торрес на Кройфа, Де Йонг снова забрасывает на Торреса, справится ли тут Фернандо? Нет, к сожалению, он не справляется, Кулибали мяч забирает, и Кэмпбелл отдает на Салахамиджича, потихоньку будет начинать атаку Челси. Джерард, придержав мяч корпуса, развернулся, и здесь, ну, не справляется уже Румениги, уставший, и не может он догнать мяч. 2 минуты добавляет арбитр. Ну, скорее всего, хотя нет, Румениги там в офсайде был, там до него мяч бы и не доходил, а Арсеналу дадут еще сыграть одну атаку, хотя нет, пошла ошибка, наверное, все-таки нет, дадут снова ошибка, Торрес, Мбаппе, короткая стеночка с Торресом, передача на Кройфа, и у Кройфа удар не получается. На этом звучит финальный свисток второго тайма, 7-7 по ударам у Арсенала, 5-4 у Челси, и 2 четверочки у нас висят, собственно, на табло. Дополнительное время, 2 по 15, смогут ли решить, кто у нас победит, давайте смотреть, потому что если не смогут решить, кто победит, то у нас будут пенальти. По заменам сейчас Челси вы видели, вот, ну и давайте смотреть, кто выйдет у, собственно, Арсенала. Решфорд отдавал на Недведа, пока что атака не прошла. Так, нас Арсенал замены интересует, Берг выходит вместо Кройфа, голландец на голландца. Далее Коул выходит вместо Торреса. Кстати, Коул сейчас идет в атаку, и забить у него, к сожалению, не получается. В принципе, неплохой нападающий Коул, но почему-то я его в своих составах как-то не слишком люблю использовать. Мне все-таки условный Румениги, Решфорд, Фарлан, вот сейчас Криро с 100-м рейтингом гораздо более удобней. Да, ребят, хотел сказать, я сегодня обещал сделать обзор на Бензему, опубликую я его завтра, к сожалению, я не успеваю, у меня сегодня появились дела, мне срочно, ну вот я матч выкладываю, мне срочно нужно поехать эти дела порешать, поэтому, к сожалению, обзор на Бензему будет завтра. И честно скажу, фанатам Реала он не понравится. Вот такой вот вам небольшой спойлер. Вейра отдает на Арнольда. Арнольд пытается разыграться с Вейрой. Мяч пока что остается у Арсенала. Идет хорошая передача на Арнольда, но, к сожалению, немножечко не хватило ему скорости. И Мальдини был первый на мяче. Матеус отдает на Решфорда. Челси будет развивать свою контратаку. Мы видели, Даня в контратаке может вполне себе и может хорошо их завершать. Коул, получилось у него развернуться. Идет подача, Кэмпбелл здесь первый на мяче, Берг принимал мяч, но все-таки немножечко уткнулся в Недведа. Если бы не уткнулся, конечно, выходил бы на ударную позицию, могло бы быть из этого что-то действительно опасное. Матеус отдает на Решфорда, Решфорд подключает Дель Пьеро, нет, не сохранит Дель Пьеро мяч для своей команды, тем не менее идут ошибка, Дель Пьеро пытается сразу же вывести Решфорда, хороший момент, и Челси забивает 5-й мяч. Да, Реш свои моменты все-таки использует, кстати, совсем недавно на канале на него вышел обзор, посмотри, если еще не видел. Ну и поймай, если еще не поймал. Реально, карточка того стоит, карточка просто шикарная. Что ж, первые 15 минут у нас отметились одним мячом, который забил Решфорд под самую завесу, так сказать. И 15 минут у Виталия есть, чтобы отыграться и перевести, собственно, матч в пенальти. Ну, а пенальти это, к сожалению, уже лотерея. Ван Бастен выходит вместо Мбаппе у Арсенала. Тяжеловатый форвард, с другой стороны, дополнительное время, уже все подуставшие, поэтому может Ван Бастен чего хорошего и сделает. Куртуа выносит мяч на Матеуса. Матеус, конечно же, здесь мяч догонит, но ошибается в простейшей передаче. Вейра, Ван Бастена есть время подумать, есть время развернуться. Хорошая передача на Берга, и мяч просто залетает в дальний угол ворот. Да, Куртуа мяча коснулся, но, к сожалению, рикошетом 5-й гол влетает от Арсенала. Вот так вот. Виталий взял, Виталий отыгрался. Пытается Даня разыграть киков, не получается. И Альфонсо Дэвис закидывает, на Коула закидывает. Посмотрите, защита уже реально уставшая. Сейчас быстрые игроки, конечно, могут защиту разорвать просто в хлам. Но пока что мяч у Челси. И быстрых игроков у Челси, кстати, по-моему, не так уж много.
много там Дель Пьеро, только свеженький. Решфорд, конечно, уже подустал. Коул отдает на Ван Бастена. Ван Бастен ищет, куда отдать, ищет партнера. Вира, Берг. И что будет делать Берг? Берг забрасывать, не забрасывать, пытается отдать передачу разрезную на Ван Бастена, но, к сожалению, не получается. Варан здесь первый на мяче. Варан сегодня хорошо себя показывает. Как и Кулибали, кстати, который, вон, посмотрите, дичайше уставший, а все равно выбегает, все равно мячи перехватывает. Де Йонг отдает на Дэвиса на левом фланге. Дэвис подключает Коула. Коул пока что один отдает на Ван Бастена. Ван Бастена бы пробивать можно. Нет, решил разыграть Берг. Ван Бастен хорошо развернулся. Попадает во вратаря. Берг и Берг просто хоронит Челси. Два мяча в дополнительные 15 минут. Да, не летучий голландец все-таки сделал свое дело. Не слишком я в восторге от карточки Берга. В восторге был я от него, когда он играл за Арсенал в реальной жизни. Но здесь вот просто Джокер сработал на все 100. Два мяча забивает Виталий за Берга. И, собственно, выигрывает Суперкубок, с чем я его и поздравляю. Даня, не расстраивайся, я уверен, это не последний финал, в котором ты участвуешь. С удовольствием еще прокомментирую матчи, в общем-то, с твоим участием. Ну, а Виталий... Мои поздравления, да, ребят, вот так бывает. Вроде бы Лига Европы рангом ниже, чем Лига Чемпионов, тем не менее, победитель Лиги Чемпионов проигрывает победителю Лиги Европы. Матч мне понравился, надеюсь, понравился и вам. 11 голов, все круто. На этом, ребят, прощаюсь. Обзор на Бензему завтра, приношу свои извинения. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.